Выпьем кофе вместе. Колумбия занимает первое место в мире по производству мытой арабики и второе после Бразилии по производству арабики вообще. На самом деле никто точно не знает, когда кофейные зерна были завезены в Колумбию, и разное датируется там развитие в 15 веке, 18 веке, но на самом деле большое развитие кофейной индустрии началось в 20 веке, когда пошел большой спрос на кофе в Европе. В конечном итоге к началу 20 века экспорт кофе составил 50% от всего экспорта вообще продукции из Колумбии. К сожалению, во второй половине 20 века здесь началась гражданская война, из-за чего вырос уровень преступности и также началась индустрия с производством кокаина. Поэтому многие фермеры боялись вооруженных нападений на свои финки, фермы и переезжали в другие места, в большие города. Многие мелкие фермеры переезжали в большие города, где была армия, которая следила за порядком и было более безопасно. В более мирные времена они возвращались на свои фермы, но опять, когда опасная обстановка накалялась, они снова переезжали в города. И на самом деле война, вот эта гражданская, она закончилась только в 2016 году, достаточно недавно, когда наконец-то правительство подписало мирное соглашение со всеми этими военными группировками. Конечно, для кофейной индустрии это были огромные проблемы, и война, и бесконтрольное распространение плантаций коки на их территориях. Это очень сказалось на всей индустрии в 20 веке и продолжает, наверное, сказываться в какой-то мере. Для того, чтобы выделить свой кофе на фоне других стран-производителей, Колумбия на государственном уровне развивает торговую марку под названием «Колумбийский кофе». Еще в 1958 году правительство Колумбии придумало такого персонажа, который бы олицетворял вообще колумбийский кофе как таковой, такой как фермер Хуан Бальдес. И теперь любой кофе, который экспортируется из страны, на него обязательно наносится логотип вот этой торговой марки «Кафе де Колумбия» и фотографии Хуан Бальдеса. Ну и кроме персонажа, также в правительстве запустили целую маркетинговую кампанию, которая была направлена на продвижение колумбийского кофе в мире. За персонажем и всей маркетинговой кампанией, конечно же, стоят жесткие стандарты качества, поэтому, в принципе, колумбийский кофе и считается настолько хорошим во всем мире, потому что за стандартами следят, и это не пустые слова. В принципе, экономика Колумбии очень сильно завязана на производстве кофе, потому что около где-то 500 тысяч семей на самом деле заняты в выращивании, сборе, обработке и экспорте кофе. Экспорт кофе составляет где-то 4% ВВП страны, и занятость населения в этой индустрии составляет около 37%. То есть это очень большая, очень важная индустрия для этой страны. И мне бы хотелось, чтобы она и дальше развивалась, и о кофе знали больше и больше людей. Интересной особенностью сбора кофе в Колумбии это то, что Колумбия горная страна, тут очень много горных территорий, и очень часто кофе растет именно на склонах гор, что делает невозможным механический сбор урожая, то есть кофе собирают только вручную, например, вот отличие от соседней Бразилии, где больше равнинных территорий, и кофе очень часто собирают именно механическим способом. Плюс особенность географии страны, то что она находится практически на экваторе, часть даже на экваторе. Здесь нет сезонов, и круглый год можно собирать урожай, что очень прикольно, и на одном дереве можно увидеть одновременно и спелые, и зеленые зерна, и да, круглый год собирать замечательный кофе. В стране выделяют два основных урожая, как бы основной сбор и метака. Метака обычно дает меньше зерен и считается немножко хуже по качеству, чем основной урожай. Основная проблема сбора основного урожая – это то, что нужно успеть собрать ягоды, когда они покраснели, но еще не перезрели. Что во время метаки, например, ягод меньше, и получается собрать их более тщательно, потому что при ручном сборе необходимо большое количество рабочей силы задействовано в этом, и не всегда это получается сделать легко, да. Поэтому в метаке вроде как качество хуже, но из-за того, что зерен меньше, собирать их легче, это компенсирует финальное качество кофе. Чаще всего кофе в Колумбии выращивают на небольших фермах, как
который находится где-то тоже вот в горных регионах. Одной ферме может принадлежать всего там 3 гектара, и кофе находится где-то в тени деревьев, к ним не так легко подобраться. Часто на машине в такие территории даже невозможно приехать, и распространено такое передвижение, как на лошадях и на ослах даже. В среднем фермеры собирают с одного дерева примерно 1 килограмм зеленых зерен, что равно 850 грамм обжаренных зерен. В среднем один фермер производит около 100 мешков по 70 килограмм, что означает, что такой фермер обрабатывает около 7 тысяч деревьев. Так как климат в Колумбии влажный, а на высокогорных районах достаточно еще и прохладный, в основном кофе в Колумбии обрабатывают именно мытым способом. И очень важно знать и проследить, чтобы правильно была просушка этих кофейных зерен для дальнейшей обработки. Чтобы высушить кофе до идеального состояния, фермеры сперва высушивают естественным способом, где-то до 20-25% влажности, и потом досушивают в механических сушках до 12%. С высокой влажностью связана еще и другая особенность. До недавнего времени экспортировать кофе натуральной обработки было запрещено без особого подтверждения со стороны покупателя о том, что он понимает все нюансы и берет на себя ответственность. Этот запрет как раз был связан с тем, что при сушке ягод во влажном климате они могли, конечно, при транспортировке могли начать плесневеть или гнить даже немножко. Однако сейчас спешлти-индустрия кофе требует уже не просто вкусный, точнее, не просто качественный вкусный кофе, а особые какие-то новые вкусы, какие-то эксперименты, и индустрия во всех странах пытается под это подстроиться, но как бы в Колумбии сложновато делать это в больших масштабах именно из-за натуральной обработки кофе. В небольшом процентном соотношении вполне вероятно. Также в Колумбии работает институт кофе, называется Синекафо, который постоянно занимается селекцией разных сортов кофе, выводит новые, особенно после того, как в Колумбии был целый период кофейной болезни, так называемая кофейная ржавчина. После этого они вывели более устойчивые к этой проблеме сорта кофе, Кастильо и кофе Колумбия, как-то так называется. Очень забавно, пока я снимаю это видео, здесь происходит просто вечный шум таксистов, машин, все бибикают. В общем, такая тоже особенность жизни в Колумбии. На дорогах все нервные и вечно нажимают на... Ну, вы поняли. Этот институт кофе Синекафе мотивирует фермеров для того, чтобы высаживать эти сорта кофе, особенно те, которые меньше подвержены этой кофейной болезни, так как это действительно большая проблема для данного региона. В последнее время на фермах можно все чаще встретить более нетипичные сорта кофе, типа гейша, руме судан, так как спешлти-индустрия требует более новые вкусы для потребителей. В Колумбии на самом деле есть разные регионы производства кофе, и у них каждый немножко другой микроклимат. От этого также зависит немножко вкус кофе, который здесь производится. А кофейный культурный ландшафт Колумбии в таком небольшом регионе Пайса даже находится под защитой ЮНЕСКО. Колумбия все-таки одна из самых интересных стран в кофейном поясе Земли из-за достаточно такого интересного сочетания факторов. Это и нахождение возле экватора, и то, что урожай можно собирать круглый год. Также здесь есть особенность, что лот каждого кофе, хорошего кофе, можно даже проследить его путь от производства до конечного потребителя. Ну и также государственные институты здесь достаточно предсказуемые, сильные, и они поддерживают эту индустрию. Все это позволяет находить и покупать замечательный кофе и наслаждаться этим волшебным напитком в любое время года. Наверное, самым лучшим кафе в Боготе и даже в Колумбии является Либертарио кофе, где мы сейчас находимся. Кофе, которое здесь предлагают, приходит с единственного региона в Колумбии, в Кундинамарке, называется Сипакон, и там находится ферма Ла Пальма и Эль Тукан. Ну, Пальма и Тукан, в принципе, перевод очень похожий. Там живет около 100 семей в районе 10 километров от этой фермы, которые выращивают кофейные зерна. Все это идет на ферму, и это позволяет поддерживать и экономить
экономику региона, создавать действительно качественный кофе, обмениваться опытом со всеми этими фермами, которые находятся в постоянном взаимодействии, что позволяет добиться превосходного результата. И кофе действительно очень вкусный. Приезжайте, попробуйте сами. Надеюсь, вам было интересно узнать немножко больше о кофе в Колумбии. Не забывайте подписываться на канал. Приятного дальнейшего просмотра. Давайте наблюдать за жизнью с другой стороны вместе.